Ну что ж, возвращаемся к нашей теме. Как мы и говорили ранее, вернее упоминал, будем рассматривать магию. Потому как магия тоже доступна с самого начала игры. Конечно, я должен был это раньше показать, раньше объяснить, но так вот уж у меня вышло. Для начала рассмотрим разные экстракты. Капли. Красная, черная, белая. Экстракты чуть позже. Начало голубая. Голубую это 2 лазурита. Самый простой крафт. Остальные уже посложнее. Вивианит, к примеру, или лепесток лотоса, которого у нас тоже нет, или же голубой халцедон, который можно получить при добывании синей руды. Тут показана голубая халцедонская руда, но можно получать и просто из голубой руды. Не только так, а во время дробления. Даже не только во время дробления, но и во время того, как будете ее рубить, добывать киркой. Зеленая руда. Зеленая руда, все сказала руда. Зеленые капли это уже чуть-чуть посложнее будет. Это лепесток лотоса и краситель. Или хромовая пыль. Или сераптин и тоже вот краситель. Или же малахит. В общем-то, зеленая капля одна из дорогих капель. Красная капля. Пожалуй, самая дешевая. Редстоун и краситель красный. Или же красный халцедон и краситель. В размере 3 штук мы получаем за раз. Черная капля. Тоже достаточно дешевая. 1 обсидиан и чернильный мешок или угольная пыль. Белая капля. Белая капля тоже дешевая. Незер кварц и костная мука. Или белый халцедон и костная мука. Остальные крафты я не рассматриваю, потому что они более сложные. Давайте это все уберем, безобразие, и достанем уже экстракты. Экстракты это то же самое, что и капли, только лучше. Синий экстракт получается путем синего экстракта и сапфира, который мы уже ранее получали. Вот он. Более сложный ларимар, или же черный лепесток и лазурит. Зеленый экстракт. Можно флюорит и зеленая капля, изумруд и зеленая капля. Черный лепесток лотоса и краситель зеленый. Или же оливин. Красный экстракт. Получается путем смешивания аметиста, родохразин, извиняюсь за плохое произношение, черный лепесток, красный краситель, или же самый простой альмадин и красная капля. Черный экстракт. Черный экстракт получаем иолит и черная капля, черный лепесток и угольная пыль или же чернильный мешок, шерл и черная капля. Также у нас белый экстракт, который получается самый простой способ алмаз и белая капля, или же рутиловый кварц и белая капля, более дорогой крафт. А также черный лепесток лотоса и костная мука. Можно, конечно, все эти капли синтезировать в реакционной камере, если у вас она уже имеется. Но в начале игры я не думаю, что она есть у всех. Что мы из них можем сделать? Проклятый страж кольцо. Кусочек золота, белая капля и кварцевая пыль. Кварцевую пыль я показывал в начале, что можно получать ее из песка. Жатва вора. Это предмет работы в верхних сортах, увеличивает выпадение опыта. Давайте посмотрим, как это работает. Возьмем проклятый страж и возьмем какое-нибудь негативное зелье. Давайте вот возьмем замедление, допустим. Кидаем.
Вот получили замедление. Одели кольцо, нету замедления. И на нас уже не действуют никакие негативные эффекты, соответственно. Для справки, данный мод протестил вместе с модом 7 Days to Mine, и там накладывается эффект кровотечения, когда зомби бьют. И там кольцо отлично себя показало. Кровотечений нету. Также это кольцо себя хорошо показало с модом паразиты на 1.12.2. Когда паразиты бьют, накладывается зов Улия. Но благодаря этому кольцу зов Улия не появляется. Я не заражаюсь, иными словами. Проворный. Проворное кольцо это позволяет воровать. Сейчас даже покажу. Пойдем, к примеру. А что далеко ходить? Нет, извините, я ошибся. Это дает ловкость. Биолокация. Биолокация это у нас на клавишу X, когда в верхних слотах. Она нам показывает информацию, где что находится, на каких координатах. Вот, к примеру, я ставлю здесь 595, 63, 302, жму. На высоте 48-49 каменный уголь. И вот так можно ходить и узнавать, где что лежит, на какой высоте. По Y, соответственно, не по X. Редстоуновая руда, железная руда. Очень полезное кольцо. Давайте его посмотрим. Крафт. Зеленая капля, кварцевая пыль, кусочек золота. Красное кольцо, красная капля, кварцевая пыль, золотой слиток. Красным кольцом я никогда особо не пользовался, поэтому за него ничего не могу сказать. Глаз Проныры. Глаз Проныры это одно из полезнейших колец, которое я вообще встречал и видел. Благодаря ему, когда я играл с модом на паразитов, я смог защитить не только своих животных, но и других мобов, которые использую в играх по типу маленьких горничных, чтобы они не заражались и не были мутантами. У коровы это, соответственно, Shift правой кнопкой мыши, взять белое кольцо и положить. И на корову уже не будут действовать негативные эффекты. Сейчас даже для примера возьму какое-нибудь зелье урона. Слабости. Допустим, вот отравление. Вот обычная корова. Как видите, на нее действует урон. Вот та корова, которой мы дали, соответственно, кольцо. На нее уже урон не действует. Если экипировать кольцо, соответственно, как мы уже одели ранее, и подойти нажать Shift правый, можно обратно забрать свое кольцо. Вот я его забрал, теперь действует эффект. Теперь Shift правый, даю кольцо, эффект исчезает. Что по поводу каких-то враждебных мобов? У меня они сейчас были отключены, я их включу. Для того, чтобы показать, что можно с ними сделать. Вот, к примеру, скелет. Не очень приятный противник. Но если у вас одето это кольцо, вы можете быстро подойти, Shift правый и забрать лук. И тогда он будет безоружен. Сейчас я даже перейду в режим выживания, показать, что он мне особо ничего не сможет сделать. И все. Все, что он может сделать. Давай, как мужик, 1 на 1. А, точно. На него же не действует это. И вот так вот его забили мы. И получили стрелу. Следующее кольцо, которое мы рассмотрим, будет у нас уже благословление тьмы. Благословление тьмы дает нам эффект ночного зрения. Мы будем видеть в темноте. Вот даже закрою.
и все видно. Идеально подходит для того, чтобы не носить много факелов и всего остального. Слиток серебра, черная капля, кварцевая пыль. Рецепт крафта. Для справки, много слитков серебра можно обнаружить в мельницах. Вот я пришел к мельнице, разбиваю пару блоков и нахожу не то серебро, которое ожидалось. Потому как в одном из видео я показывал, что была мельница, вот она еще одна мельница. Теперь вернемся к кольцам. Не будем отклоняться. Дальше идет у нас кольцо знания. Оно нам дает подсказки элементов. С этим кольцом, честно говоря, я не особо разобрался, как он работает. Как видите. Но оно что-то дает. Говорю честно, я не разобрался, как оно работает и все такое. Сбор урожая. Это кольцо позволяет нам собирать предметы, которые будут выпадать рядом с тем предметом, который мы добываем. К примеру, накидаем здесь так вот. Вот видите, разбил блок травы, разбиваю блок земли, и все сразу притягивается. Очень удобно во время добычи. Кольцо благословления тьмы. Благодаря этому кольцу мы становимся невосприимчивы полностью к урону от лавы. То есть у нас зелье огнестойкости действует. И вне зависимости, где бы мы ни были, хоть в лаве, хоть в незере, на нас не будет действовать лава. И температурная погода, то есть нам не будет наноситься урон от огня. Давайте его осмотрим поближе. Возьмем это колечко, оденем. Давайте теперь перейдем в режим выживания. Видите? Не горю, не получаю урона. Вернемся в наш творческий режим. Продолжим рассматривать кольца. Следующее кольцо у нас будет белое кольцо путешественника. Если его экипировать, мы становимся невосприимчивы к падениям. Соответственно, сейчас залечу повыше, перейду в режим выживания и вот падаю. Я не получил урона, вообще никакого, как вы видели. Также он нам дает прыгучесть и невосприимчивость к кактусам. Сейчас перейду в пустыню, чтобы это наглядно показать. Вот он кактус. Я запрыгиваю на него. Экран трясется, но я не получаю урона, потому что оно защищает от падений или кактусов. Идеальный выбор для тех, кто много путешествует и не думает о своей безопасности, скажем так, обычно. Следующее, что мы рассмотрим, это у нас будет амулеты. Золотой кулон, зеленый кулон, красный кулон, черный золотой, белый золотой. Что по поводу кулонов? Синий кулон можно получить бесплатно в воде. Это я покажу в этом выпуске для наглядности. Оно нам дает подводное дыхание. Вот. Перехожу в режим выживания. И как видите, вот. Водное дыхание. Очень удобное ожерелье, когда древних стражей кошмаришь. Сейчас я покажу о том, что говорю, как получить этот кулон бесплатно. Вот. Для его получения нужна нам ручная сетка, или то бишь сачок. Давайте возьмем один. Крафт я показал.
Жмем правой кнопкой мыши по воде, и мы получаем креветку. Получаем семена риса, еще одну креветку, ниточку. Давайте перейду в режим выживания, чтобы все было видно. Косточка, палочка. Также здесь может попасться шляпа. И могут попасться джинсы. Ну вот, получил каплю. Черную каплю. А вот они джинсы. Вот я их одел. Такой модный стою в джинсах. Чайные листья получил. Кальмаров. И вот так незамысловато мы ходим, получаем много разных ресурсов. И еще джинсы. И еще одна капля. А вот и наш кулон. Бесплатный. Золотой синий кулон. Как крафтить сеточку, сачок наш, то бишь. Вот. 3 палочки и любая нить. Нить, льняная нить, хлопковая, шелковая, магическая, древняя. Давайте рассмотрим, к примеру, льняная. Это ручной шпиндель и 8 травы. То есть, чтобы получить 4 штуки нам, надо всего лишь что 32 травы собрать ножницами. Или любым другим способом. Теперь перейдем обратно. Почистим инвентарь. И посмотрим на следующий кулон. Сказочный лесоруб. Сказочный лесоруб это аналог мода на копипейтер. То есть добычу дерева. Я вот перешел в режим выживания. У меня одет кулон дровосека сказочного. И вот я рублю дерево и сразу все дерево срубается. Напоминаю, у меня никаких других модов здесь нет, кроме тепло и климат. Вот так вот. Дальше мы рассмотрим следующий кулон. Красный кулон. Сожженный урожай. Сейчас снова перейдем в режим выживания, чтобы показать, что он нам дает. Срубаем дерево и получаем сразу уголь. Сразу полностью перерабатывает. Но это не работает с мясом, как вы видите. Так что, когда вы будете в шахте, будете добывать руды, имейте в виду, что они будут сразу у вас переплавляться. Следующий кулон. Черный золотой кулон. Голодный ночной охотник. Он дает нам насыщение при атаке. Переходим снова в выживание. Видим, что у меня 2 окорочков не хватает. И начинаем атаковать несчастную корову. И вот мы уже сыты. Переходим к следующему кулону. Следующий кулон у нас стойкости. Он предотвращает повреждение в результате взрыва. Сейчас мы его оденем. Возьмем Redstone. Возьмем динамит. Перехожу в режим выживания. Ставлю динамит. И ставлю Redstone. Как видите, я не получил урона. Тот урон, что я получил, это я получил от падения, а не от взрыва. Идеально подходит для того, чтобы бегать и охотиться за крепями. Вместе с белым кольцом от падения.
Теперь рассмотрим свитки заклинаний, которые здесь есть. Синий. Это зарегистрировать местоположение. Иными словами, как кровать. Вы где-то пришли, нажали, и все. Место запомнено. И в случае смерти вы появитесь именно здесь. Эффект как при кровати. Регистрации, скажем так. Крафт этого счастья. 3 бумажки и голубая капля, которая делается за сущие копейки. Это эффект костной муки. Зеленый свиток. Он ускоряет рост того, что уже есть, но не создает новое. Идеально подходит для огородов и урожая. У вас есть, допустим, какое-то поле. Сейчас даже к жителям перейдем, чтобы показать это наглядно. Затоптал немного, надо поправить. Это не очень красиво с моей стороны было. Вот. А теперь ускоряем. К примеру, здесь тоже ускоряем. Или здесь пшеницу. И картошку. Она работает даже на модовских, насколько я помню. Зеленое заклинание. Рост. Теперь рассмотрим следующее заклинание. Красное. Красное — это сопротивление, быстрота и сила. Перейдем в режим выживания, чтобы посмотреть, как это выглядит. Вот. Спешка, сила, сопротивление. Теперь мы будем быстро добывать, мы будем сильные, и у нас есть сопротивление. Как видите, намного быстрее добывает. Теперь перейдем обратно. Следующее заклинание, которое мы рассмотрим, это будет у нас подавлять. Черное. Забивать с толку окружающих монстров. Сейчас мы сделаем монстров каких-нибудь. Допустим, те же многострадальные скелеты. И на них протестируем. Как видите, они теперь атакуют друг друга. Сейчас мы даже куда-нибудь перейдем, где есть у нас больше пространства, потому что я поставил вечный день. У меня здесь нет ночи. И используем это заклинание. И теперь они начинают атаковать друг друга. Рецепт этого счастья. Черная капля, 3 бумаги. Рецепт предыдущего заклинания. Сила. Красная капля, 3 бумаги. Следующее заклинание. Света. Это аналог факелов. Вот видите? Источник света создал. Стоит мне убрать из рук, и не видно это. Стоит достать, и сразу видно, где я создал. Подходит идеально для декорации или освещения шахт. Следующее заклинание — рыба. Или морское благословление. При его использовании наш персонаж начинает быстрее плавать. У него подводное дыхание. Вот. Морское благословление. Теперь мы быстро плаваем. Сейчас я даже вылезу из креатива, чтобы показать режим выживания. И вот. Когда мы в воде, как видите, у него появляется плавник и хвост. Давайте вернемся в творческий и продолжим на том, чем остановились. Следующее у нас заклинание. Найдите рудные жилы в текущем куске. Это аналог зеленого кольца. И вот как видите,
Пишет, есть руда или нет. Крафтится счастье, зеленый экстракт и 3 бумаги. Синий экстракт и 3 бумаги. Следующее заклинание огонь. Оно стреляет. Вот как видите, показано, где что находится. Это эффект того зеленого заклинания. Возьмем за основу несчастную корову, чтобы протестировать красное заклинание. Вот такое вот оно убойное. Счастье это делается из красного экстракта, который делается уже вот так вот. Красный экстракт и 3 бумаги. Дальше идет черное. Как вы видите, он стреляет. Сейчас мы найдем кого-нибудь за основу, кого мы будем мучить. К примеру, корова. Понятно. Я немножко ошибся. Насчет того, что стреляет, я сказал правильно. А вот того, что корову мучить, это неправильно. Сейчас поставим скелета многострадального и будем его уничтожать оружие. Ну вот, теперь он безоружен. Следующее наше заклинание, которое мы рассмотрим еще в этой рубрике, белое. Самое лучшее, на мой взгляд, белый экстракт 3 бумаги. Делается из алмаза и белой капли, рутилового кварца белой капли или черного. Перейдем в режим выживания. И я использую это заклинание. Оп. И теперь я получил крылья. Я могу летать. И вот так вот. Ну а следующие заклинания мы рассмотрим уже в следующем видео. Ну что ж, до встречи в следующем видео. Счастливо!